возвращением на мой канал. Ближайшие несколько минут мы проведем вместе. За это время я покажу вам, какие можно снять квартиры в Кордобе за $200 и за $450. На примере моей нынешней квартиры, из которой мы уже съехали. Я здесь сегодня последний день пришел. А также покажу вам ту квартиру, в которой мы уже заселились. Значит, что по этой квартире нужно сказать? Она немножечко грязноватая, потому что мы уже платили услуги клининга. Это, во-первых. Во-вторых, она пустая. В общем, начинаем мы с подъезда. Входная дверь. Здесь у нас кухня. В общем, все удобства есть. За $200 как бы многие подтвердят, что не будет, тем более в такой большой квартире, в таком хорошем районе, чтобы и стиралка была, и микроволновка, и нормальная новая плита. Плита покупалась специально под нас, как и стиралка на самом деле. Вот такой вид из окон, которые выходят в внутренний двор. Одно из обоснований такой низкой цены — это то, что здесь обычные стеклянные, это не пластик, это стекло, стеклянные окна в алюминиевой раме, да, то есть все это такое немножко архаичное. И, соответственно, ну вот сейчас уже не так уж и жарко, но притрагиваешься к окну, к раме, они нагреты. То есть энергоэффективность этого дома, ну, она на самом деле минимальная. И из-за этого постоянно молотит кондиционер. Здесь у нас, ну, вот эти вот штуки, так сказать, не очень вписываются в интерьер, мы их хранили в кладовке. То есть я просто поставил их сейчас таким образом, каким они были на момент, когда мы заезжали. То же самое про ту непонятную круглую штуку в углу, она тоже у нас была в кладовке. Интерьерно она здесь вообще непонятно для чего. Вот такая вот гостиная. Кондиционер, телевизор. Какая-то совершенно простая мебель. Здесь вот была мебель антикварная, то есть этот шкаф, он из одной серии с другой мебелью, которую я сейчас покажу. Это у нас комната, которую мы использовали как кладовку преимущественно. Ничего здесь не было. Здесь у нас были все наши вещи распиханы, здесь были чемоданы. Один санузел здесь. Ванна для лилипутов на самом деле, но хотя бы покупаться нормально можно было. И вот наша спальня. В спальне, к сожалению, не было кондиционера, тоже еще один минус, да, но был вот такой вентилятор, который, в принципе, в жаркие ночи справлялся со своей функцией. Ну, спальня уже поинтереснее, то есть здесь антикварная мебель, настоящая вырезанная, да, вот из дерева вырезанные узоры. Все это обыгрывается точно такой же кроватью, тех же мастеров сделано, и, соответственно, тумбочки. Тумбочки тоже сделаны все в едином стиле, но опять-таки здесь у нас обычные алюминиевые рамы со стеклом, да, но главная фишка этой квартиры, вы видите ее за окном, сейчас мы туда пойдем. Главная фишка этой квартиры — это, конечно же, просто невероятный балкон. Ну, по сути, это последний этаж у нас. Балкон является просто личным двором. На последнем этаже это очень круто. Давайте я вам покажу. Вот одна часть балкона. И вот какой огромный просто балкон, чтобы вы понимали, ширина вот здесь с 2,5 метра вообще. Ширина самого балкона, длина, ну, даже интересно будет посчитать. Сердце этого балкона — это, конечно же, большой-большой мангал. И вот такой вот шикарный вид. Какие здесь мы наблюдали почти каждый день шикарные закаты. Солнце садится туда, за горы, там видно горы. В общем, поверьте, уж $200 эта квартира явно стоила, это хороший район. Это река, за рекой уже начинается центр, то есть там район Норта, это уже считается центр. Конечно, преимущество этой квартиры, то что на отшибе, она угловая, на последнем этаже. Тихо, спокойно. По сути, частный дом на 7-м этаже. Это просто круто, нам это очень нравилось. К сожалению, из-за того, что приехала хозяйка, обратно сказала, что не сможет продлить контракт, что она будет здесь жить. Очень жаль. Так что это было хорошее место, всего за $200 в месяц. Так, ну что, а теперь давайте посмотрим нашу квартиру за $450. Хочу сразу сказать, что эта цена, она не только за счет того, что квартира сама по себе лучше, но и за счет того, что она расположена вообще в самом центре города. Вот наш обеденный стол, теперь рабочее место. Мы сидим, работаем я,
жена. Здесь у нас входная группа, детские всякие приблуды. Есть один кондиционер, который сейчас работает. Есть два больших балкона, один из них я покажу сейчас, и просто зацените шумоизоляцию. Качественные окна стоят. Как только открываем балкон, сразу шум города ощущается. Не знаю, насколько это будет слышно. Здесь у нас привезли еще с той квартиры стол, который я покупал летний, для того, чтобы сидеть, обедать на улице. Просто зацените шумоизоляцию. Оп, и ничего не слышно. Идем далее. Здесь у нас кухня, совмещенная с прачечной, можно сказать. Вот у нас есть стиралка. Кстати, преимуществом этой квартиры, о котором я узнал только сегодня, есть то, что у нас внизу на первом этаже есть своя пекарня, и там можно купить свежий хлеб. Килограмм хлеба всего 2000 песо стоит. Здесь у нас две комнаты. Одну пока оборудовали под детскую, просто чтобы ребенок там лазил. Здесь у нас ванна номер 1 с маленькой такой ванной, в которой даже не полежать. То есть мы ее будем просто использовать как душевую, ну и как второй туалет. А вот здесь уже идет наша спальня, в которой мы спим. Телевизор, еще один кондиционер. Здесь у этой спальни есть своя личная гардеробная у нас. И своя личная ванная комната, уже большая. Вот. И выходя из ванной, нас в нашей спальне ожидает еще один балкон. Он уже немножко поменьше, но от этого он не становится менее уютным. С таким вот видом на город, на самый центр города. Мне очень нравится эта улица. Там вот начинается барная улица, то есть весь квартал из одних баров. Это прикольно. Правда, не знаю, зачем это мне. Ну что, друзья, вот такая квартира у нас за $450. Как вы могли заметить, оба варианта, которые мы снимаем, они не сильно дорогие. Что этот вариант за 450 в центре, что другой вариант за $200 не в центре. Это в любом случае очень дешево, особенно если сравнивать с мегаполисами типа Буэнос-Айреса либо Москвы. Как мы это делаем? Но обращайтесь к нам за консультацией, мы все расскажем, каким образом найти квартиру подешевле. Если коротко, у нас есть местный человек, который помогает снимать квартиры реально ниже их рыночной стоимости. Прикол в том, что сейчас мы живем в Кордобе, это отличный город, он намного дешевле, чем Буэнос-Айрес, что касается и аренды жилья. Я думаю, те, кто смотрит меня сейчас из Буэнос-Айреса, подтвердят, что там за такое жилье в центре города и близко не будет таких денег. Здесь дешевле вообще стоимость жизни сама по себе, дешевле медицина, дешевле роды в разы, если даже не бесплатно. Поэтому, если вы рассматриваете Кордобу для жизни и вам нужно здесь оказать помощь с поиском жилья, с подбором жилья, мы можем сделать это для вас. Мой человек, который помог мне найти 2 квартиры из этого выпуска, поможет и вам. Обращайтесь.